Привет, друзья! Распаковка! Вот такие два пакета мне пришли с компакт-дисками. И сейчас мы их будем взрывать. Что у нас тут? Прямо, внимание, Vorsicht, осторожно. Вот на эту группу вообще новые. И я их там по 2,49, по-моему, вот это стоило. Вейкаме Ас Романс. Вот эту группу я подсел. А это что, это прямо новье. И второй у нас компакт-диск. Это From Ashes to Nev. Ну, такое вижу уже коцнутый. Состояние хорошее, но коцнутый. Фирменный компакт-диск с книжечкой. Вот это вот. Да. О, тут целый плакат. Вот такой вот, друзья. Паник. Четко, прикольно. Четко, прикольно. Это очень... Когда они уже придумают, что более совершенное? Вот. Компакт-диск в идеальном состоянии. В идеальном. Один с песен. Сейчас будем слушать. Прямо новый. Пока есть только распаковка, ничего не рассказываю про эти группы. Будет подробный видеоотчет. Пока есть только распаковка. Я подозреваю, что без ножа здесь не справится или дох. Кто у нас там спрятался? Целая книжка. Да. Тут, видимо, каждая песня расписана. Ну, смотреть нечего особо. Диск новый. Вот это вот Вейкаме Ас Романс. Офигенская группа. Пока что только распаковка. Позже будут подробности. Угу. Новье. Все, друзья, это была распаковка компакт-дисков вот таких. Погнали! Так, давайте теперь пару слов об этих дисках, друзья. Потому что я сдал себе обещание ничего нового не покупать, не заказывать, пока не сниму видеообзор на эти купленные диски. Какой-никакой, но какой-то видеообзор надо. Я прямо себя заставляю, потому что, слушать я люблю, покупать я люблю, это, компакт-диски коллекционировать, добавлять в свою коллекцию что-то новенькое, это всегда очень, это мой источник эндорфина, это когда ты покупаешь, потом оно приходит, ты распаковываешь, слушаешь, вот это вот все коллекционеры, коим я себя тоже считаю таким любителем
коллекционерам-любителям. Мне кажется, именно на этом все жиждется. Есть такое слово, не уверен. Ну, что-то в этом роде. А в этом все время получения этого эндорфина. Что само по себе неплохо, друзья. Единственное, что плохо, это для бюджета, для кармана. А так это здорово. Я нахожу коллекционирование вообще любое. Это всегда увлеченные люди. И вообще я смотрел ролик где-то в интернете, соответственно, что дольше всех живут люди увлеченные, коллекционеры, все, кто что-то бастливает, строит, придумывает, рисует, все, кто увлечен чем-то, у кого какая-то цель есть, эти люди дольше живут. Ну, вернемся к нашим дискам. Это вот такие вот два диска группы Veikame As Romance. Скорее всего, что я читаю неправильно. Блин, это какой-то косяк, я не знаю, как его устранить с английским языком. Мне просто вроде бы как надо учить английский, да, логично. Но когда ты еще не выучил немецкий нормально, то еще один язык добавлять, как бы, блин, справиться бы с немецким. Поэтому, друзья, я буду читать просто как вижу, как на немецкий манер скорее, как там все читается так, как пишется, так, как видится. Это два компакт-диска, это диджиталь упаковка. Вот это у нас альбом, друзья, 2015 года. Студийный альбом, и он так и называется, Veikame As Romance. Я такой думаю, где его название этого альбома? А он так и называется. Состояние просто идеальное компакт-диска. Я сейчас посмотрю сразу, за сколько я купил его. Нажмем на паузу. Значит, этот диск мне обошелся 2,49. И он просто вообще нулячий. Просто вот новый. И вот этот диск обошелся 2,99. Плюс доставка, все это вместе стоило 7,99. 7,97. Вот эти вот два компакт-диска. И я не договорил мысль с коллекционированием и эндорфином. Это коллекционирование мой источник эндорфина, но я не хочу, чтобы это переходило в какой-то конвейер, когда ты просто покупаешь, раз послушал, и оно валяется, и ты как бы и толком не знаешь за группу ничего, особенно это для меня новая группа, я их только для себя недавно открыл, благодаря Spotify. Вообще Spotify в этом плане просто кладезь для меломана, там всегда что-то новое предлагается, показываются какие-то новинки, какие-то новые группы в жанрах, которые тебе интересны. Вот, и там в Spotify я об этой группе узнал. Значит, это у нас альбомчик, да, как я уже сказал, так он и называется, одноименный Veikame As Romance. Вот такая вот здесь диджиталь альбом. Вот такая вот книжка. Ну, я ее уже показывал, собственно говоря. Каллиграфия шикарная. Блин, я все время не договариваю. Мне кажется, или я не договариваю свои мысли и предложения. В общем, этот источник эндорфина я не хочу превратить в рутину, поэтому я заставляю себя снимать видеообзоры. Пусть они какие-то кривые, смешные, абсолютно любительские. Заставляю себя сесть, почитать про группу, что-то наболтать на камеру. Ну, это вообще ведение канала, это дисциплинирует и к чему-то обязывает. То есть, если бы я мог заставить себя сесть, просто почитать и забыть. Но когда ты это вслух читаешь, вслух проговариваешь, на камеру записываешь, ты прямо это все через себя пропускаешь, эту информацию, и ты уже не только на слух и текстильно, а уже как-то пропускаешь через себя купленный диск. Ну, вот так вот, друзья. Да. И второй альбом, это у нас альбом 2011 года, тоже диджиталь
упаковка. Тут у нас книжка тоже имеется. Не знаю, видно, не видно, надо пониже, наверное. Вот такая вот книжка-раскладка. В общем, какие-то вещи я сейчас проговорю, чтобы потом их каждый раз не повторять, и чтобы вы понимали, для чего и зачем я это делаю, потому что я понимаю, все, кто залетает на мой канал случайно или не случайно, смотрят на это и диву даются, зачем это делать, зачем это снимать, это же бред. Друзья, в первую очередь делаю это для себя. Компакт-диск. В первую очередь делаю это для себя, чтобы более глубоко пропускать через себя купленную музыку в свою коллекцию. Этот альбом, друзья, этот альбом у нас называется Unterständig, what we grown to be. Вот так вот, короче. Да. Давайте пару слов о группе. Значит, Welcome as Romance. Шикарная группа. Очень мне нравится. Переводится «Мы пришли как римляне». Металл-кор группа из города Трой, штат Мичиган, образовавшаяся в 2005 году. Мне кажется, что я уже это читал на камеру. В апреле 2008 года выпустили дебютный мини-альбом под названием Demonstrations. В конце того же года выпустили еще один мини-альбом под названием Dreams, уже с новым вокалистом Кайлом Павоном. В общем итоге с момента основания группы выпустила 6 полноформатных альбомов. 25 августа 2018 года группа сообщила, что Кайл Павон умер в возрасте 28 лет. 31 августа стало известно, что причиной стала случайная передозировка героином. Случайно. Ну, кто бы сомневался. Группа решила не искать замену Кайлу и продолжить оставшимся составом со вторым вокалистом Дэйвом Стефенсоном, взявшим на себя весь вокал. Ну, ребята, это история про рок-звезд и 28 лет. Мне кажется, любая приличная рок-звезда считает своим долгом уйти из жизни в 28 лет. Это уже как бы так... Да, такая аксиома. Не знаю, зачем они это делают. Ну, да. Наверное, есть смысл. Информации по немного, друзья, я нашел про эту группу. Сейчас я еще раз внимательно послушаю эти два компакт-диска и подрасскажу, какие песни мне понравились. Это, пожалуй, все, что я смогу сделать в этом видеообзоре с этими двумя альбомами, с этими двумя компакт-дисками, потому что в YouTube включать, ставить музыку нельзя. Блокировка, все дела, нарушение авторских прав, сорян. Ну, от себя я только смогу сказать, что рекомендую или не рекомендую. Ну, тема металл-кора, это, конечно... Это классная тема. Я еще где-то читал, что это христианская группа. Может, это не про них? Ну, такое, если это так, то это, конечно, очень жесткая христианская группа. Окей. Ну вот нашел я еще в Гугле такую информацию на сайте Иисус Металл. Ну, это, конечно, прикол. Потому что это очень жесткий металл, друзья. И тут немножко больше информации, но в основном она такая техническая, когда что вышло, кто пел, как, где, как продвигали. Американская пост-хардкор, металл-кор группа из Троя, Мичиган. То есть тут уже пост-хардкор, металл-кор. Ну, вот эта вот приставка в пост, походу, меня и привлекает вот в последнее время. Это что-то такое, немножко всегда меланхолики какой-то присутствует в этой музыке. И вот для меня это интересно и привлекательно. Окей.
Друзья, послушал этот альбом. Ну что вам сказать-то? Тяжеловастенький для меня. Это, мне кажется, один из ранних альбомов этой группы, когда еще они больше рычали и орали, чем было вокала мелодичного второго в припевах. В общем, это такая металл-кор группа, которую уже можно слушать. То есть они не только ревут и рычат, а еще есть такая подпевка мелодичная, классным голосом. И ради этого как бы мне все это нравится, что металл, в котором периодически рычат, кричат, но и мне надо, чтобы все-таки еще была какая-то мелодика и... То есть просто рычание я не могу слушать, я еще не дошел до той кондиции металл-фана, чтобы слушать только рычание, это вот не совсем мое. В общем, нагнал какой-то чепухи металл-фана, какого фана. В общем, я не такой фанатик металла, которым достаточно просто рычание. Убери музыку, убери все оттуда, просто рычи в микрофон, и это вот жестко вообще, это ништяк, это нам нравится. Я вот еще не на той стадии. Мне надо, чтобы все-таки было еще что послушать. В общем, это альбом 2011 года, и он еще в этой группе, когда они больше рычат, чем поют. Поэтому не мое слушать второй раз. Блин, не знаю, прикольная, вообще сама группа прикольная, то есть у них вот эта совокупность рычания и пения вот в каком-то балансе находится, который уже можно слушать. Но на первых альбомах еще больше рычания, поэтому, ну вот как бы советовать я не буду, не мое. Да. Давайте послушаем теперь вот этот альбом. Это уже 2015 год. И тут уже должно быть поинтереснее. Чё? Погнали, друзья. Такая вот съемка профессиональная, в кавычках, ведется. Перед вечерней сменой мне сейчас через пару часов на работу выходить. Но я дал себе зарок. Никаких больше новых покупок, пока не сделаю видеообзор на то, что уже купил. Погнали слушать этот компакт. Буду снимать с красными глазами. Разморило меня, что-то пока я слушал. Вечерние смены. Сна мало, катастрофически. Опять буду жаловаться, видите. Всего 5 часов сна. Пока слушал, рисовал, что прямо в сон клонит. Походу сейчас буду дальше записывать с красными глазами, друзья. Этот диск, вот этот вот альбом, это же уже другая история, другая песня. Это же можно уже слушать. Это можно уже слушать, друзья. Это уже те романы, за которые я полюбил эту группу. Это уже больше пения, чем рычание. Я таки вам скажу. Так что вот этот альбомчик, друзья, который одноименный, прямо я рекомендую. Буду рекомендовать, друзья, вам с красными глазами вот этими вот послушать. Прикольная штука. Мне вот еще интересно, о чем они там поют. Меня вот заинтриговала прямо эта христианская группа. Я прямо слабо себе представляю. Давайте возьмем последнюю песню. Она такая уже совсем медлячок такой, можно сказать. И посмотрим, о чем они там поют. Это называется «A Moment». И эти все переводы, они ни о чем абсолютно. Их надо... Это просто технический перевод. Вся ложь не держит меня, но они тонут в моей коже, течет по моим венам, и правда ускользает от меня. Потерять его из виду снова, спаси меня от самого себя, закрой глаза, посмотри на мою жизнь, я сбился с пути. Я надеюсь, что это последний раз, я здесь, чтобы остаться. Негде спрятаться, это просто набор слов. Душещипательный какой-то набор слов. По сути, можно вообще просто пару слов
каких-то душевных придумать. Главное, чтобы это было спето, в тему, с аккомпанементом, чтобы это трогало за душу. А эти все слова этих песен, мне иногда просто кажется, хорошо, что я не знаю английский язык, потому что вот это вот просто было бы сплошное разочарование. Это слишком все поверхностно. И, в общем, как это объяснить-то? Подождите, дайте собраться с мыслями перед вечерней сменой. Ладно, не получится. Ну, то есть можно банальные слова собрать в кучу. Например, моя жизнь говно, но я верю в светлое будущее. Дайте мне, дыхнуть, подышать, сигарету закурить, и все будет ништяк. Можно всякую кучу всего нагордить и сделать с этого песню. Вопрос только в том, как ты это делаешь, насколько профессионально. А эти все слова, нету уже таких слов, которые бы прямо вот сами по себе. Мне кажется, вот все эти группы, они не пишут прямо слова, стихи, как пишут их поэты. Когда музыка не нужна, и ты просто вот как Есенин, ты просто читаешь, и этого достаточно, что ты читаешь, чтобы оно тебя за душу брало, каждое слово. А таких групп, которые прямо вот такие стихи сумасшедшие, гениальные писали бы, я вообще не знаю. Причем, наверное, русские они есть, а английских я точно не знаю таких. Это, как правило, набор банальностей. Но поют они прикольно, играют хорошо. И вот этот диск я прямо, еще раз послушал с удовольствием, друзья. Это был мой совершенно непрофессиональный обзор на новые поступления компакт-дисков в мою коллекцию. Подписывайтесь, ставьте лайк, друзья, обязательно. Сейчас уже мы сделаем еще обзорчик на диск From Ashes to Nev. Да, вот такой вот компакт. Просто он пришел вместе с этими дисками, поэтому я сразу в одном обзоре сделаю обзор и на этот диск. В одном обзоре сделаю обзор. Вот такой вот я гениальный поэт и ютубер. Вот такая вот, друзья, здесь прямо плакатик. Я его уже показывал при распаковке. Сейчас я вам скажу пару слов за эту группу. Эту группу тоже я недавно совершенно узнал. Она для меня новая. У них такой же похожий стиль и направление, как и у Романы. Да, я их обзываю всех New Metal, но это скорее Korn Metal. Так. Мотор. Also, From Ashes to Nev. Это переводится как американская рок-группа из Ланкастера. Группа получила множество премий, положительных откликов от критиков. В настоящее время коллектив выпустил 2 EP и 3 студийных альбома. Дебютный альбом, полноформатный альбом Дейне вышел в 2016 году. Меня интересует, как переводится вообще этот пепел. Из пепла возродится, скорее всего, что-то. Группа была основана в 2013 году бывшими участниками инди-групп из родного города. Коллективу удалось набрать популярность с помощью аккаунтов Facebook и Instagram. Перед релизом своего первого мини-альбома в 2015 году группа выпустила второй EP. Так, первый полноформатный альбом под названием Day Only вышел в 2016 году. 29 сентября вышел сингл, бля-бля-бля. Музыкальный стиль. Чаще всего как рэп-метал, нью-метал, альтернативный метал. Ну, вот это все вот эти направления, которые мне нравятся, я вам так скажу. Релиз этого альбома 28 августа 2020 года, относительно свеженький.
Мы его сейчас послушаем, друзья, и скажем свой непрофессиональный вердикт, слушать или не слушать мне лично его дальше. Но оформление, конечно, бомбезное, я вам скажу, прямо четко, прямо ништяк. И купил я его за 6,90, на секундочку. Доставка была бесплатная, но он новый. Вроде бы был. Блин, он не новый был, потому что здесь уже маленькая трещина на этом. Но состояние шикарное. Погнали слушать. Не успел, друзья, дома дослушать. Взял диск с собой. Взял с собой. Сейчас буду Ральфа приобщать к высокому. Я ему вчера включал Вивальди 4 времени года. Шикарная вещь. Выключи, говорит, это Альте Шайсе. Ну окей. Тогда сегодня будем слушать From Ashes to Nev. Будем Ральфа приучать к такой музыке. Ральф — это немец, с которым я езжу на работу с работы. Так, вот, друзья, не успел дома дослушать, потому что кучу всего накупил, кучу всего переслушиваю. Я только на прошлые выходные купил пластинок 20 классики, и вот сегодня уже четверг, и я каждый день до обеда слушаю, и еще все не переслушал. Слушаю, пользуюсь моментом, пока Иры дома нету, потому что потом будет бурчать, и надо будет слушать в наушниках. А хотелось бы через мои шикарные колонки это делать. В общем, я всю неделю слушал, и так и не дослушал. Да. В общем, сейчас буду дослушивать этот компакт-диск по дороге на работу и потом с работы, и просто скажу, понравился он или нет. Все, погнали, друзья. Так, друзья, дослушал я диск. Ну, что вам сказать? Не фонтан. Как бы неплохо. Очень даже есть прикольные вещи. Но как-то все в целом не совсем, не цепануло, скажем так. Слушал вот по дороге на работу, с работы сейчас вот приехал, час ночи, темная. По дороге слушал, Ральфа приобщал к Core-металлу. Вот, диск в целом хороший, на 3, друзья. Группа хорошая, перспективная. Блин, даже на 4, наверное. Ну вот так, чтобы цепануло, так нет. Окей, это был такой обзор. Я втягиваюсь, не знаю, какие-то идеи ищу, как эти обзоры лучше делать. Но пока что такой очень поверхностные обзоры от Алекса Титанова. Ставьте лайк, буду очень признателен за комментарии. Все, обнимаю, мотивируйтесь, развивайтесь. Пока-пока.